Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю зефир на обычном фруктовом соке, без пюре, без уваривания и без термометра, а также без желатина. Будем делать этот зефир на агар-агаре. Зефир, который всегда получается, прекрасно держит форму и очень быстрый рецепт из самых простых ингредиентов. Итак, здесь у меня обычный покупной сок со вкусом тропических фруктов. Здесь 60% этого сока составляет ананас, поэтому немножко больше будем брать агар-агара. Здесь для рецепта я беру 350 грамм данного сока, миллилитров, это все равно здесь 10 грамм агар-агара. Чуть побольше беру агар-агара, потому что ананас очень кислый. Такой фрукт, он всегда берет больше желирующего средства. Если же вы будете, допустим, яблочный сок брать, можно брать 8 грамм агар-агара и 120 грамм сахара. Все это перемешиваем. Здесь на 100 грамм сока у меня идет 25 грамм сахара. Это на пачке стоит вот такая вот таблица. Сила геля агара здесь у меня 900. То есть агар нужен лучше всего, конечно, из кондитерского магазина для этого. Даем сейчас агару набухнуть примерно 10 минут. Для взбивания я беру здесь 2 куриных белка от 2 крупных яиц, примерно 70 грамм весом, и 150 грамм сахара. Сразу же сейчас готовим то место, где мы будем отсаживать зефир, потому что зефир готовится очень быстро. Я застилаю сразу поверхность бумагой для выпечки, она у меня силиконизированная, и готовим сразу кондитерскую насадку. Это обязательно. Итак, вливаю в дежу миксера весь белок, 70 грамм у меня в данном случае. Можете брать даже чуть больше белка, если у вас крупнее яйца. То 2 белка от крупных яиц нам понадобится. Сразу начинаю взбивать на мощной скорости, на самой мощной скорости миксера, на самой высокой. Сироп у меня уже нагревается на сильном огне. То есть здесь из 9 делений у меня стоит 9 деление. Кастрюля с толстым дном, там где варим сироп, сахар весь ввели, и белки будут взбиваться все это время, пока мы будем варить сироп. С самого начала и до введения сиропа. То есть белки взбиваются непрерывно. И это очень важно в данном рецепте. Вот смотрите, вот так закипел сейчас полностью сироп. И вот с момента закипания мы отсчитываем 4 минуты. На полном огне я варю, при непрерывном помешивании. Вот так выглядит сироп уже перед введением его в белки. Смотрите, как пышно у нас увеличилась сейчас белковая масса. А сироп будет уже выглядеть таким вязким, с такими вязкими пузырями. Вот сейчас 4 минуты прошло, и я вливаю его тонкой струйкой с края, полностью весь сироп в белки. Белки также взбиваем на полном ходу миксера. Миксер у меня здесь 700 Вт. То, что осталось у нас на дне, на стенках ковшика, этот сироп мы не собираем и не вливаем в белки. Итак, ввели сейчас весь сироп в белки и будем взбивать эту массу примерно 2-2,5 минуты. Ни в коем случае не больше. Иначе масса зефирная станет очень твердой, она охладится очень сильно, и мы ничего уже не сможем с ним сделать. С этим зефиром нужно работать очень быстро. Я уже заранее подготовила 2 кондитерских мешка. Это нужно сразу сделать заранее. И то место, то есть ту поверхность, куда мы будем отсаживать зефир. Этот зефир вы можете взбивать и ручным миксером. Просто мне для видео удобнее показать вам стационарный миксер и сироп, потому что мне придется здесь делать 2 дела 2 руками сразу. Вы же можете спокойно это все делать ручным миксером. Сейчас, когда начинают образовываться пустоты по краям
вот нашей массы, мы уже это видим, мы выключаем уже миксер, видите, масса с венчика стекает вот так вот уже достаточно вязко, она держит уже форму, пусть слабо, но это пойдет, это нормально. И сразу же перекладываем в оба кондитерских мешка. Ничего здесь не ждем, потому что действительно с зефиром с этим нужно работать очень и очень быстро. Зефир этот также можно окрашивать любыми гелевыми и сухими красителями пищевыми. Лучше, конечно, если вы будете работать в помещении, где не холодно, потому что зефирная масса очень быстро остывает. Сразу же отсаживаю зефир на поверхность. Здесь у меня насадка 1М, кондитерская насадка 1М. Делаю такие крупные зефирки, они у меня по 6 сантиметров в диаметре. Здесь насадка огромная, 1Е, кондитерская насадка. Я делаю такие завитки в виде таких ракушек. Насадка здесь, чем крупнее, тем удобнее вам будет работать, потому что зефир застывает очень быстро. Сразу говорю, что для зефирных цветов другой рецепт, и этот рецепт для цветов слишком стабильный. Вы не сможете их отсадить. Оставляю сейчас стабилизироваться минимум на 2 часа, и уже можно его полностью подавать и кушать, этот зефир. Видите, он у меня, меряю линейкой, 6 сантиметров в диаметре. Где-то 2,5 часа у меня прошло. Я сейчас уже могу его посыпать сахарной пудрой, и в принципе он уже готов к употреблению, этот зефир. Советую тем, у кого влажный климат и вообще кто сомневается, вот так вот его соединить, посыпать сначала сахарной пудрой и соединить потом эти половинки. Очень хорошо посыпать не тающей пудрой, она продается во всех кондитерских магазинах. Видите, зефирки у меня очень большие, крупные получаются. И оставить его стабилизироваться на ночь еще на решетке. Именно на решетке, чтобы он со всех сторон у вас подсох. Сейчас разрезаю для вас здесь ножом. Посмотрите, как он, буквально здесь 2,5 часа прошло, как он уже стабилизировался на жидком обычном соке. Еще раз повторяю, смотрите, как у вас будет сок. Если тропические фрукты, такие кислые, как маракуйя, ананас, то добавляйте чуть больше агар-агара. Вот это важно. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.